Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала. Мне очень приятно, что вы решили меня поддержать. Итак, сегодня я вам хочу показать свою новую модельку джемпера женского, которую я вязала спицами. При этом я использовала полушерстяную пряжу, вернее мериносовую шерсть с акрилом. С этой именно пряжей я работала, когда вязала розовый свой джемпер. Возможно, многие уже видели этот видео МК у меня на канале. Пряжа мне очень понравилась, она мягкая, приятная, поэтому я решила связать еще один джемпер такого персикового цвета. Значит, вязала я этот джемпер снизу вверх. Начиналась у меня работа с вывязыванием вот такой вот красивой, интересной каймы. В этом видео МК я очень подробно буду показывать и рассказывать, каким образом я ее выполняла. И далее я начала вязать вверх, при этом используя не очень сложный узор. Основной вот этот узор идет. И по линии реглана, у меня здесь вывязан именно реглан, у меня идет ажурная вот такая вот линия, достаточно интересная, на мой взгляд, необычная. Причем этот узор по линии реглана, он у меня идет как спереди, так и на спинке. То есть у меня с двух сторон он вывязан. Также кайма у меня идет по низу рукава. И похожий рисунок я использовала на отворотке на горловине. Но, конечно же, в свою очередь, если вам, например, более нравятся классические варианты ворота в джемперах, то вы можете связать просто обычную сверху резиночку 2 на 2 петли или сделать обычный классический отворот в виде резиночки. То есть это вы уже должны смотреть самостоятельно, что вам больше нравится. Но в целом мне джемпер этот понравился. Не могу сказать, что он прям очень сложно вяжется. Очень многое, конечно же, зависит от желания вязальщицы, но при этом сразу хочу, конечно же, сказать, что опыт вязания должен присутствовать. То есть, если вы совсем недавно начали вязать спицами, боюсь, что выполнение этого джемпера может быть для вас сложным. Поэтому, конечно же, как я очень часто рекомендую в своих видео МК, рекомендую просмотреть видео в полном объеме. И только после того, как вы решите, что для вас все понятно, что для вас достаточно информации, только после этого начинать именно вязание данного джемпера. При этом внизу джемпера я вывязала вот такие вот разрезики, сделала, что очень удобно, на мой взгляд, в носке. Но опять же, кому не нравятся, например, вот такие разрезики внизу джемпера, то можно сшить бока до конца, и тогда у вас разрезиков не будет. Итак, перед выполнением работы я хотела бы вам сказать точные размеры этого джемпера. Итак, выполняла я данный джемпер на 48 размер. При этом длина, максимальная длина джемпера, так как здесь идет неровный низ, я отталкивалась именно от максимальной длины. Она в пределах 63 сантиметров. Максимальная ширина по линии груди, это вот в этом месте, в районе 48 сантиметров, но при этом полотно очень хорошо тянется, вот именно этот узор. Длина рукава я делала замеры именно от горловины, максимально в пределах 65 сантиметров. Максимальная ширина рукава в пределах 18 сантиметров. И горловина, высота горловины здесь где-то 10 сантиметров. И высота реглана вот в этой части, именно вот этот я делала замер, она в пределах 20 сантиметров. Так что же делать, если, предположим, вам понравилась кофточка, но вам нужно связать другой размер, предположим, чуть больше размер. Как я уже сказала, вязала я этот джемпер снизу вверх и начинала вязать вот с этой вот планочки, которая идет внизу джемпера. То есть для начала вам, конечно же, необходимо связать вот эту вот планочку на необходимую вам длину. То есть для этого вы просто ее вяжете, делая периодически замеры на себя или на ваши изделия. То есть ширина должна быть вот этой планки, именно какая вам необходима. И следующее, на что вам необходимо будет обратить внимание, это, конечно же, высота до линии вывязывания реглана. То есть эту высоту вы также должны регулировать самостоятельно, так как у всех разный рост, всем нравится разная длина изделия. Отталкиваться вы, предположим, можете от своего любимого джемпера, который на вас хорошо сидит. То есть вы можете сделать замеры и, соответственно, уже вязать вот такую длину
до линии вывязывания реглана. Далее я начала вязать в круговую, то есть здесь у меня по линии реглана нет никаких швов. При этом начала делать убавочки по линии реглана. То есть все эти моменты я очень подробно показываю, объясняю в видео МК. Но если вам, предположим, необходимо увеличить вот этот вот размер, то есть сделать чуть подлиннее линию реглана, то тогда, соответственно, вы должны чуть реже делать убавочки по линии реглана. В частности, я делала убавки через один ряд, то есть вы, например, можете делать убавочки через 2 ряда. И тогда таким образом у вас вот этот вот участок, он увеличится, то есть вы сможете его сделать чуть больше. А также следующее, на что я хотела бы обратить внимание, это, конечно же, длина рукава. Первое, от чего вы должны отталкиваться, это длина до линии вывязывания проймы, то есть вот этот участок. То есть вы также можете сделать замеры, предположим, по своему изделию и уже от этого отталкиваться. Но при этом, конечно же, необходимо учитывать то еще, с какими материалами вы работаете, потому что, например, вот этот джемпер я вязала из полушерсти с мериносом, и как показала практика на розовом, опять же, джемпере, эта пряжа у меня немножко подтянулась после стирки. Поэтому я вязала этот джемпер именно исходя из того, что после стирки примерно сантиметра на 3 у меня полотно подтянется. Поэтому, конечно же, чтобы, например, так не получилось, что вы связали изделие, а у вас после стирки оно вытянулось сильно, то лучше связать небольшой образец, сделать по нему непосредственно все замеры, постирать его. И после того, как вы постираете, высушите этот образец, вы уже будете видеть, может ли ваша пряжа потянуться после стирки. То есть этот момент тоже необходимо учитывать. Ну, а так в целом я постаралась объяснить, как я вязала этот джемпер очень подробно. Очень надеюсь, что вам этот видео МК понравится, что он будет вам полезен, что у вас также все получится. Также не забываем, что у меня на канале уже очень много различных моделей изделий. Это и плечевые изделия, и манишки, и многое другое. Поэтому в конце каждого видео я обычно оставляю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатное видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, начинаем. Итак, для работы я взяла пряжу отечественного производства. Это у меня пряжа Троицкой фабрики, называется она «Мираж». В ее составе 50% мериносовая шерсть, 50% акрил. 100 грамм, 330 метров. То есть метраж очень хороший, экономичный, я бы так сказала. С этой именно пряжей я работала. В частности, вязала розовые джемперы. И эта пряжа, она мне очень даже понравилась. Она очень мягенькая, приятная к телу, тепленькая. Но единственное, что она немного подтягивается после стирки, и этот факт я учитывала при вязании вот именно этой пряжи. Итак, номер цвета, если мало ли вдруг кому-то он понравится, называется «Само», номер 0463. Итак, именно этой пряжи у меня ушло 4 моточка, причем от 4-го моточка у меня остался совсем небольшой моточек пряжи, примерно грамм на 25-30. Поэтому, если вы совсем-совсем чуть-чуть будете увеличивать, предположим, размер джемпера, то, возможно, вам также и хватит этих 4 моточков. Но если вы будете именно намного увеличивать, то, конечно, тогда вам придется взять пряжи побольше. Также я взяла спицы. У меня это 2 вида спиц. Основные спицы, которыми я вязала именно это изделие, это у меня номер 4. И дополнительные вторые спицы, это номер 3,5. Ими я вязала ворот, отворотку, я бы так сказала. То есть я специально взяла спицы чуть-чуть потоньше, для того, чтобы полотно было немножечко поплотнее. И также мне понадобились спицы чулочные, номер 2,5, вот такие вот. Этими спицами я вязала резиночку на горловине. То есть я специально вяжу резиночку плотненько, для того, чтобы она потом не вытягивалась, поэтому вот спицы взяла такие вот тоненькие. Это основные материалы, которые мне понадобились для выполнения данного джемпера. Вы, конечно же, в свою очередь можете еще украсить каким-либо образом его на свое усмотрение, в частности, пришить бирочку handmade, ручная работа, но это вы уже выбираете самостоятельно.
Итак, вязать эту кофточку я буду снизу вверх. И первое, что необходимо будет сделать, это связать вот такую вот кайму, которая у меня будет идти по низу этой кофточки. Чуть позже я очень подробно вам покажу, как я вязала эту кайму. Причем я буду провязывать абсолютно каждый ряд. Мало ли, если вдруг кому-то не нужна эта информация, то в конце этого видео я предоставлю схему, по которой я работала. Эту схему я именно рисовала самостоятельно, так как в интернете вы не найдете нигде именно вот такой узор. То есть я его собирала из нескольких узоров. Но сразу хочу сказать, что этот узор, он не особо легко вяжется. Он провязывается как в лицевом, так и в изнаночном ряду. И поэтому все-таки рекомендую просмотреть видео, как я вязала этот узор, так как по схеме, хоть я и постаралась максимально подробно все показать на этой схеме, но не факт, что у вас с первого раза получится правильно связать эту кайму. Поэтому это вы уже смотрите самостоятельно, как вам удобнее вязать, или по схеме, или все-таки посмотреть видео, каким образом я это делала. Но тем не менее, первое, что необходимо сделать, это, как я уже сказала, связать вот такую вот кайму. Вы, в свою очередь, конечно же, должны замерить, какая ширина вам необходима. То есть для этого необходимо сделать замеры обхват бедер. Сразу хочу сказать, что вперед у меня будет немножко пошире спинки. И именно спереди я связала вот эту вот кайму, которая будет у меня состоять из 8 раппортов узора. То есть вот таких вот участков, вот этих вот участков у меня будет 8 штук. При этом в начале этой каймы, вот в начале и в конце этой каймы я провязала по 4 ряда платочной вязкой. То есть таким образом я как бы оформила край вот этой каймы, так как я потом планирую здесь сделать разрезики по краям кофточки. У меня внизу будут идти разрезы, поэтому чтобы они хорошо и красиво смотрелись, я оформила их в начале и в конце ряда платочной вязкой. 4 ряда провязала. Платочная вязка — это в лицевом и в изнаночном ряду вяжутся только одни лицевые петли. При этом общая длина у меня вот этой вот каймы это в районе 61 сантиметра. Это я связала кайму для передней части. Спинка у меня будет немножечко поуже. Вы, конечно же, в свою очередь можете, например, связать не 8 раппортов узора, а больше или меньше. То есть это уже в зависимости от того, на какой размер вы будете вязать. У меня в среднем получился один раппорт узора где-то примерно 7,5 сантиметров. То есть вот таким вот образом. Максимальная ширина у меня этой планочки получилась в пределах 10,5 сантиметров и минимальная ширина в пределах 9 сантиметров. При этом это у меня уже отпаренный вариант. Первое, что я вам покажу, это каким образом я вязала вот такую вот кайму. Итак, работать я буду вот по этой схеме. Я его вязала именно соединив несколько узоров. То есть я взяла на какой-то момент, который мне понравился, из одного узора, и также взяла еще с другого узора тоже часть его, которая мне понравилась, в результате чего я соединила этих два узора, и у меня вот получилась вот такая красивая и интересная кайма спицами. Поэтому мне пришлось рисовать схему. Вот таким вот образом она у меня выглядит. Я постаралась ее нарисовать максимально, так сказать, подробно, чтобы все было понятно. Но сразу хочу сказать, что я все-таки рекомендую просмотреть видео МК, так как не могу сказать, что этот узор, он очень легкий в выполнении, так как его нужно будет вязать с обеих сторон. То есть этот узор, он вяжется как с лицевой, также он вяжется и с изнаночной стороны. При этом очень много таких вот моментов, которые лучше один раз, так сказать, увидеть и понять, каким образом это вяжется, чем доходить до этого самостоятельно, как это лучше будет провязать, так как я сразу хочу сказать, я перевязывала этот узор много раз, пока у меня получилось вот именно то, что я хотела. Поэтому я буду работать по этой схеме. Данную схему я вам предоставлю в конце этого видео, поэтому вы ее при желании сможете также распечатать и по ней
ней работать. Итак, раппорт данного узора 24 петли плюс 2 кромочные петли, и в высоту у меня он получился 24 ряда. То есть для начала я набираю 26 петель. Итак, для начала работы я набрала на спице номер 3,5 26 петель и провязала 4 ряда платочной вязкой. Платочная вязка, если мало ли вдруг кто-то не знает, это когда в лицевом и в изнаночном ряду мы вяжем только одни лицевые петли. То есть я специально таким образом провязала, так как я планирую внизу этой кофточки делать как бы небольшие разрезы, по краям они будут идти вот как раз на высоту вот этой каймы, которую я потом буду вязать. Поэтому я оформила эти разрезики сразу вот таким вот образом платочной вязкой. То есть я этих 4 ряда буду провязывать как в начале вывязывания каймы, так и в конце вывязывания каймы. Но опять же, если вы мало ли вдруг не планируете по бокам делать разрезы в данной кофточке, то тогда вы просто можете начинать сразу вязать основной узор. То есть это вот провязать необходимо только если вы все-таки потом планируете также делать небольшие разрезики в этой кофточке. Я вам покажу, как провязывать необходимо один раппорт узора, причем я буду показывать, как провязывать необходимо и лицевой, и изнаночный ряд. Схему, опять же, вы сможете при желании взять в конце видео и распечатать и по ней работать. Ну а я буду показывать именно наглядно, как это необходимо делать. Итак, я снимаю кромочную петлю, провязываю 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли. Вот таким вот образом. 2 изнаночные петли. Далее я делаю 1 накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 5 лицевых, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, таким вот образом, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1 лицевая, и в конце ряда я делаю прибавочку, скрещенную петлю добавляю, то есть вот таким вот образом. Кромочная, изнаночная. То есть вот это мы с вами провязали первый ряд узора, то есть вот таким вот образом он выглядит на схеме. И далее я буду вязать следующий второй ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, далее вот у меня идут 2 петельки, которые я провязываю лицевыми, 2 лицевые петли, далее опять же 2 лицевые петли, таким вот образом. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной, вот так вот, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые петли. Далее вот центральный я буду провязывать узор следующим образом. Я провязываю 4 лицевые петли, 4 лицевые. Следующие 2 петли мне нужно провязать 2 вместе изнаночной. Но перед этим я как бы поворачиваю вот этих 2 петли, меняю местами, чтобы у меня вторая петелька, она шла первой, вот таким вот образом. Это необходимо сделать для того, чтобы красиво смотрелся узор. И после этого я только провязываю их 2 вместе изнаночные, эти петли. 1 накид делаю, 1 лицевая, то есть вот накид предыдущего ряда я провязываю лицевой, 2 лицевые петли, 2 вместе провязываю изнаночной, таким вот образом, накид, 2 изнаночных, 2 лицевых, кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом выглядит. Это я провязала второй ряд узора. И далее я буду вязать следующий третий ряд. Я снимаю кромочную петлю, 2 изнаночных,
2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, таким вот образом, накид, 2 лицевые. То есть вот у нас формируется вот здесь вот как бы такая вот дорожка из дырочек. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, накид 1 делаю. И далее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, но предварительно я как бы поворачиваю вот таким вот образом петли для того, чтобы красиво выглядел рисунок. То есть вот так вот и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот у меня остается 3 петельки, из которых я 2 провязываю лицевыми. И в конце ряда перед кромочной я опять же добавляю 1 петлю скрещенной петлей. То есть вот таким вот образом. Кромочная, изнаночная. То есть вот так вот у меня все это получается. Чуть позже будет немножко полегче ориентироваться, то есть когда уже будет виден рисунок. Но сейчас на данный момент у нас идет увеличение вот этого краешка для того, чтобы здесь потом получился вот такой вот треугольный край. И так далее я вяжу 4-й ряд. Провязываю первые 3 петли лицевыми. 3 лицевые. Далее у меня по рисунку опять же идут 2 лицевые петли. Таким вот образом. Следующие 2 провязываю 2 вместе изнаночной. Накид. 2 изнаночных. 2 лицевые. То есть это вот я этих 2 лицевые каждый раз буду вязать по рисунку, как у меня выглядит. Далее опять же 2 лицевые провязываю. Следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе изнаночные, но предварительно я меняю их местами, этих 2 петельки. Вот таким вот образом. И провязываю 2 вместе изнаночные. Вот так вот. Накид. 3 лицевые петли. Следующие 2 лицевые петли. 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Это я провязала 4-й ряд узора. Далее я вяжу 5-й ряд. На схеме это вот он у меня будет обозначен. Вот он, 5-й ряд. Вяжу его следующим образом. Я снимаю первую кромочную петлю, 2 изнаночных петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, таким вот образом, накид, 2 лицевые петли, вот так вот, 2 изнаночные петли. Далее у меня по рисунку идут 4 лицевые петли, 4 лицевые, накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, таким вот образом, 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. До конца работы у меня остается 3 буквально петельки и 1 кромочная. То есть я провязываю 3 следующие петли лицевыми, добавляю 1 петлю скрещенной петлей, вот она, и изнаночная, кромочная. То есть вот таким вот образом у меня выглядит. Это я провязала 5-й ряд узора. Далее поворачиваю работу и вяжу следующий 6-й ряд. Я снимаю кромочную петлю. Первые 4 петельки я провязываю все петли лицевые. Вот 4 лицевые петли. Далее следующие 2 также провязываю лицевыми. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной, 1 накид,
2 изнаночных, 2 лицевые. Следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе изнаночной, для чего я меняю их местами. Вот таким вот образом поменяла. И провязываю их 2 вместе изнаночные. За счет того, что я каждый раз в изнаночном ряду эти 2 петельки меняю местами, то есть с лицевой стороны, вот если вы обратите внимание, получается вот такая вот красивая вот здесь вот косичка. Вот таким вот образом. То есть если вы не будете менять этих 2 петли местами, то у вас так не получится. Далее я делаю 1 накид и провязываю 5 лицевых петель. 5 лицевых петель провязала. Далее по рисунку у меня идут 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночные. Таким вот образом. Накид, 2 изнаночных. Вот так вот. 2 лицевые петли и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Это я провязала 6 ряд узора. Далее я поворачиваю работу и вяжу 7 ряд. То есть вот он у меня здесь на схеме. Вяжу следующим образом. Я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 2 изнаночных, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые. То есть вот этот вот первый, вот этот вот узор и этот узор, я так думаю, что вы поняли, что он вяжется одинаково практически. То есть раппорт вот этого узора с дырочками, он буквально 2 ряда. Далее по рисунку я провязываю 2 изнаночные петли, после чего я провязываю 5 лицевых петель. Вот 5 лицевых петель я провязала, и далее вот этих вот 2 следующие петли я должна провязать 2 вместе лицевой, единственное теперь уже с наклоном вправо, для чего я поворачиваю вот таким вот образом этих 2 петельки, провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаю 1 накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Далее до конца ряда у меня уже получается, я должна провязать 4 лицевые петли. Добавляю 1 петельку скрещенной петлей таким вот образом. Кромочная, изнаночная. То есть вот у меня получается, я провязала 7 ряд узора. Далее я поворачиваю работу и вяжу 8 ряд. То есть я снимаю кромочную петлю. Далее провязываю 5 лицевых петель. Пять лицевых петель. 2 лицевые петли. По рисунку я их провязываю. 2 следующие провязываю вместе изнаночные, делаю 1 накид и провязываю 2 изнаночных таким вот образом. 2 лицевые петли. Далее накид предыдущего ряда я провязываю лицевой, 1 накид делаю и следующие 2 петли провязываю 2 вместе изнаночные. То есть вот таким вот образом. 2 вместе изнаночные провязала. 4 лицевые петли, 2 лицевые петли по рисунку я провязываю, 2 следующие петли я провязываю 2 вместе изнаночной, делаю 1 накид, 2 изнаночные, 2 изнаночных провязываю, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Вот таким вот образом у меня это выглядит. Я провязала 8 ряд.
после чего я вяжу уже 9 ряд. То есть с лицевой стороны у меня все выглядит вот таким вот образом. То есть, как видите, рисуночек начинает потихоньку уже быть виден хотя бы немножечко. С одной стороны у меня идет увеличение количества петель. Далее я вяжу, получается, 9 ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 2 изнаночных петли. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид делаю, 2 лицевые, 2 изнаночные петли, таким вот образом. Далее я провязываю 3 лицевые петли. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой, но предварительно я поворачиваю как бы вот эти вот петельки, чтобы они у меня вот таким вот образом были, и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть вот видите, эти все петельки, они должны быть провязаны вот таким вот образом, чтобы красиво все выглядело. Делаю 1 накид, 2 лицевые провязываю, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. До конца ряда у меня получается 5 лицевых петель уже. Пять лицевых петель, и я добавляю плюс еще одну петельку скрещенной петлей, кромочная, изнаночная. То есть здесь максимальное количество лицевых петель у меня должно быть 6 петель. То есть больше я прибавлений делать не буду. Далее я поворачиваю работу и вяжу уже, получается, 10 ряд. Я снимаю кромочную петлю. Далее у меня идет 6 лицевых петель. Вот 6 лицевых петель. Далее 2 лицевые петли по рисунку, 2 вместе изнаночной, накид, 2 изнаночных, вот так вот, 2 лицевые петли, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе провязываю изнаночной, таким вот образом, 2 лицевые петли, далее 2 лицевые петли по рисунку, то есть здесь они так и будут провязываться, 2 вместе провязываю изнаночной, 1 накид, 2 изнаночных петли, таким вот образом, 2 лицевые петли и кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня получается. Это я провязала 10 ряд узора. И скоро уже получается мы с вами провяжем половину ровно узора. То есть для этого еще мне необходимо провязать 2 ряда. То есть далее я вяжу 11 ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, и далее следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо, предварительно повернув петли. То есть вот 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид 1, 4 лицевые петли, таким вот образом, 2 изнаночных, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые, таким вот образом, 2 изнаночные петли. И далее у меня получается до конца ряда я провязываю 6 лицевых петель. В этом ряду я уже не делаю дополнений, никаких добавочных петель я не провязываю. То есть вот 6 лицевых петель и кромочная, изнаночная. То есть вот
Далее я вяжу 12 ряд, поворачиваю работу, снимаю кромочную петлю, 6 лицевых петель, 6, 2 лицевые петли по рисунку, которые у меня идут, 2 вместе провязываю изнаночный, накид, 2 изнаночных, таким вот образом, 2 лицевые петли. Далее я провязываю 5 лицевых петель, 5 лицевых петель, накид, 2 вместе изнаночной, вот так вот, 2 лицевые петли, 2 вместе изнаночные, 1 накид, 2 изнаночных, 2 лицевых, кромочная, изнаночная. Итак, вот я, получается, провязала 12 ряд, и это ровно половина раппорта узора. То есть вот таким вот образом у меня это все выглядит. С этой стороны максимальное количество петель до кромочной петли, это получается вот 6 петель. И со следующего ряда, это получается с 13 ряда, я буду делать уже с этой стороны постепенные убавления. Итак, далее я вяжу, получается, 13 ряд следующим образом. Я снимаю первую кромочную петлю, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, вот так вот все это выглядит, 1 накид, и следующие 2 я должна провязать петли лицевой с наклоном влево. Предварительно я поворачиваю вот таким вот образом петельки и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот эти петельки, они должны быть вот таким вот образом, должны выглядеть, чтобы красиво у вас получился узор. Далее у меня идет 5 лицевых петель, 5 лицевых, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, таким вот образом, 2 изнаночные. Далее я провязываю 4 лицевых петли, 4 лицевые петли, и следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом я это делаю. Провязала 2 вместе лицевой с наклоном вправо и кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня выглядит. Все это я провязала 13 ряд. Далее я вяжу следующий 14 ряд. То есть я снимаю первую кромочную петлю, после чего я провязываю 5 лицевых петель, 5 лицевых, 2 лицевые петли по рисунку, 2 вместе провязываю изнаночный, 1 накид, 2 изнаночных, вот таким вот образом, 2 лицевые петли. Далее у меня получается, я должна провязать 4 лицевые петли, вот 4 лицевые петли, и следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе изнаночной, предварительно поменяв их местами, таким вот образом. Провязываю их 2 вместе изнаночной, накид, 1 лицевая, то есть это я накид предыдущего ряда лицевой провязываю, 2 лицевые по рисунку, следующие 2 вместе я провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые, кромочная, изнаночная.
Вот таким вот образом у меня все выглядит. Это я провязала 14 ряд. И далее я вяжу 15 ряд. То есть вот уже виден рисунок, хорошо его видно. То есть уже более-менее можно ориентироваться, где, что и как необходимо вязать. Итак, далее я снимаю первую кромочную петлю. Напоминаю, я вяжу 15 ряд узора. 2 изнаночных провязываю. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, предварительно повернув эти петельки. То есть вот так вот, чтобы они у меня выглядели, чтобы узор был красивым. То есть вот 2 вместе провязала лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли, таким вот образом, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, таким вот образом, 2 изнаночные петли. И далее вот у меня получается краешек опять работы. Я провязываю 3 лицевые петли. Следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Таким вот образом, кромочная, изнаночная. То есть вот так вот у меня все это выглядит. Это я провязала 15 ряд узора. Если вам удобнее будет, то есть вы перед выполнением этой работы можете распечатать себе схему и по ней, соответственно, работать. То есть смотреть, как я показываю, и заодно смотреть на схему. И так далее. Я вяжу 16 ряд, я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 4 лицевые петли. 4 лицевые петли. Следующие 2 провязываю лицевые петли по рисунку. 2 вместе провязываю изнаночной. Накид, 2 изнаночных, 2 лицевых петли по рисунку, таким вот образом. Далее я провязываю 2 лицевые петли, и следующие 2 петельки я должна провязать 2 вместе изнаночной. Предварительно я меняю этих 2 петли местами, то есть вот таким вот образом я делаю, и провязываю 2 вместе изнаночной. Накид, 3 лицевые петли, 2 лицевые петли, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. 16 ряд я провязала. Далее я вяжу 17 ряд. То есть вот так вот с лицевой стороны все это выглядит. Итак, 17 ряд мы вяжем. Снимаю кромочную петлю, 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Далее у меня по рисунку идут 4 лицевые петли, 4 лицевые петли, накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, предварительно повернув этих 2 петельки, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, таким вот образом. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Далее я провязываю 2 лицевые петли, и вот предпоследние, так сказать, 2 петельки я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким вот образом. Кромочная, изнаночная. Так вот я провязала 17 ряд, выглядит все вот таким вот образом. Далее я вяжу 18 ряд, то есть я снимаю первую кромочную петлю, 3 лицевые петли, 3, 2 лицевые петли по рисунку,
2 вместе провязываю изнаночные, накид, 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Следующие 2 петли я сразу должна провязать 2 вместе изнаночной. То есть предварительно я их меняю местами. 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 5 лицевых петель. Вот таким вот образом. 2 лицевые петли по рисунку, 2 вместе изнаночные, 1 накид, 2 изнаночных, 2 лицевые петли, кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Это я провязала 18 ряд узора. И далее я вяжу 19 ряд следующим образом. Снимаю первую кромочную петлю, 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Далее у меня идет 5 лицевых петель, 5 лицевых петель, и следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево, предварительно повернув этих 2 петельки. То есть вот я их повернула, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Далее я провязываю одну уже лицевую петлю, 2 следующие петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом. Далее я вяжу следующий ряд, это у меня уже 20 ряд. Снимаю первую кромочную петлю, 2 лицевые петли, следующие также 2 лицевые петли по рисунку у меня идут, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые петли, следующие тоже предыдущий накид я провязываю лицевой петлей, накид, 2 вместе изнаночной провязываю. Далее 4 лицевые петли, 4, 2 лицевые петли по рисунку, 2 вместе провязываю изнаночный, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые петли, кромочная, изнаночная. Таким вот образом у меня все выглядит. Далее нам остается буквально провязать 4 ряда и закончится один раппорт узора. Так, далее я вяжу 21 ряд, я снимаю первую кромочную петлю, 2 изнаночные петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Далее я провязываю 3 лицевые петли, 3 лицевые, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, предварительно повернув этих 2 петельки, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночных петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, и сразу вот у меня остается здесь буквально 2 петельки, которые я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и кромочную, изнаночную провязываю. То есть вот так вот у меня выглядит. Это я провязала 21 ряд узора.
Далее я вяжу 22 ряд, я снимаю первую кромочную петлю, то есть провязываю одну лицевую петельку. Далее 2 лицевые петли я провязываю по рисунку, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных, таким вот образом, 2 лицевые по рисунку провязываем. Далее 3 лицевые петли, вот они у меня 3 лицевые, накид, 2 вместе провязываю изнаночной, таким вот образом, 2 лицевые петли, далее 2 лицевые петли по рисунку, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных петли, 2 лицевые петли и кромочная изнаночная. То есть вот это я провязала 22 ряд узора, и далее у меня остается буквально 2 ряда, чтобы закончить раппорт узора. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 2 изнаночных петли, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, далее 1 лицевая петля, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, предварительно повернув этих 2 петельки, вот так вот, накид, 4 лицевые петли, 4 лицевые петли, 2 изнаночных, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Ну, вот у меня остается буквально 2 петельки, из которых я одну провязываю лицевой петлей и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня выглядит. Это я провязала 23 ряд узора, поворачиваю работу и вяжу следующий 24 ряд, уже последний. То есть я кромочную петлю снимаю, 1 лицевая, следующие 2 также лицевые я провязываю, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые петли, далее у меня идут уже 5 лицевых петель, 5 лицевых петель, накид, 2 вместе провязываю изнаночной, 2 лицевые петли, 2 вместе я провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночных петли, 2 лицевых петли и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня выглядит это 24 ряд я провязала, и вот таким вот образом у меня выглядит это все с лицевой стороны. Итак, это ровно 1 раппорт узора мы провязали. То есть далее повторяется узор, начиная с 1 ряда. То есть вот здесь вот на схеме он будет показан. Вот, начиная с 1 вот этого вот ряда опять идет повтор данного узора. Итак, на этом первая часть видео МК «Как связать очень красивый нарядный женский джемпер спицами» подошла к концу. Буквально на днях выйдет следующая часть видео МК, которую вы сможете посмотреть у меня на канале. Так что, кто не подписан, то обязательно подписываемся. Нажимаем на серый колокольчик вверху экрана, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео МК. Ну и также досматриваем видео до конца, так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ. Абсолютно на все эти работы вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, до новых встреч!